Алекс Картер, влиятельный бизнесмен из Майами, стоял у мраморной плиты, на которой было выбито имя его жены. Холодный утренний ветер шевелил листья кипарисов, а тишина кладбища давила на плечи сильнее, чем любые слова соболезнования. Все вокруг казалось выцветшим, и трава у могилы, и небо, и сам он. Взгляд его был прикован к дате смерти, которой не должно было быть. Жизнь Эмили оборвалась в авиакатастрофе, в которую он до сих пор отказывался верить до конца. Появление девочки нарушило это оцепенение. Софи была тоненькой, с настороженным взглядом, но ее голос прозвучал твердо. В ее руках блеснул кулон с изумрудом, уникальный подарок, который когда-то казался символом их любви. От этого сияния у Алекса подкосились ноги. Слишком явное доказательство того, что смерть Эмили могла быть ложью. Поездка в городскую больницу стала началом пути, который Алекс и представить себе не мог. Палата, куда их привела Софи, пустовала, но в воздухе все еще витал запах лекарств и едва слышимый шорох чьего-то присутствия. Медсестра, явно испуганная, призналась, что женщину, похожую на Эмили, недавно перевели в частную горную клинику. Для Алекса это стало подтверждением: жена жива, но ее тщательно скрывают. Расследование обнажило темные слои его прошлого. Он узнал, что за катастрофой стоял его давний компаньон Виктор Хёйс, человек, с которым они вместе строили небоскребы и заключали многомиллионные сделки. Эмили оказалась слишком близка к правде. Она случайно узнала о схемах по выводу средств через офшоры, и ее знание стало смертельным приговором. С каждым днем Алекс все сильнее понимал, что доверять больше некому. Его союзниками стали лишь Софи и ее мать Ирина, женщина с непростым прошлым, которая знала слишком много о подпольной деятельности Хейса и его людей. Вместе они собрали ниточки, документы, свидетельства, утечки, которые вели к одному и тому же центру, к горной клинике, изолированной от мира, где Виктор прятал тех, кого удобнее было считать мертвыми. Дорога туда была долгой и опасной. Укрытые в горах корпуса казались частью скалы, окруженной колючей проволокой и охраной. Алекс, привыкший решать вопросы в кабинетах и переговорах, впервые столкнулся с необходимостью действовать как беглец и разведчик. Он проник внутрь под покровом ночи и в одном из боксов, в полумраке, нашел Эмили. Ее глаза были затуманены сильными препаратами, тело ослабло, но даже в этом состоянии она узнала его. Их встреча была не радостным воссоединением, а молчаливым криком, свидетельством того, что чудо возможно даже там, где все кажется потерянным. Бегство из клиники стало началом новой жизни. В течение нескольких недель они скрывались, меняя города и страны, пока не оказались в безопасности за океаном. И все же Алекс не мог остановиться, пока Виктор оставался на свободе. Благодаря собранным у Ирины и Софи материалам, международные следственные органы получили доказательства масштабных хищений, и вскоре имя Хейса запестрело на первых полосах мировых газет. Его арест стал громким скандалом, обрушившим целую империю. Прошло несколько месяцев. Алекс и Эмили обустроили новый дом в Европе, где рядом с ними жила Софи с матерью. Их связывала не только история спасения, но и осознание, что в мире, полном предательств и потерь, случайные встречи способны менять судьбы. Иногда по ночам Алекс просыпался в холодном поту, слыша эхо прошлого и представляя, что за ними все еще следят. Но теперь, обняв Эмили и чувствуя присутствие Софи и Ирины в соседней комнате, он знал, даже если история не окончена, они встретят ее вместе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.